Это конец. Что встали? Остров драконов будет моим. Я всех пожру. Первая битва с королями-драконами закончилась победой Цзиянь. Призвав меч убийцы драконов, она серьезно ранила двух королей, сделав их калеками. Но они ушли. Северный король драконов в последний момент схватил их и сбежал прочь. Так что дракончики-короли не погибли. Совершенно очевидно, что с ними еще что-то произойдет в будущем. Цзиянь планировала объединить весь драконий остров и покончить с господством трех королей. Но случится иное. Как понятно из названия ролика, Северный король дракона вернется, да еще станет куда сильнее. Второй момент. Финальная марионетка Сяояня уровня святого будет из тела Северного короля. Так что с ним еще будут крайне интересные события. В общем, не стоит заранее хоронить этих могущественных экспертов. Пусть они сейчас и проиграли Цзиянь и Сяоянь. Итак, что же произойдет с Северным королем за это время? Насколько он будет силен? Хотя Цзиянь была ему как племянница. Но после исчезновения драконьего императора Джукуня, он воспользовался этим, чтобы расколоть племя. Он провозгласил себя правителем, как и два других короля. Даже после ужасного поражения и неудачи в захвате восточного острова Цзиянь, Северный король драконов не сдался и не отказался от своих амбиций. Вернувшись домой на Северный остров, он пытался восстановить свои силы и силы двух других королей. Они лишились конечностей, а Западный даже был разрезан пополам атакой меча убийцы драконов Цзиянь. После такого даже эксперту на уровне святого не просто восстановиться. А если быть точнее, ближайшие годы, даже десятилетия, они вряд ли смогли бы вернуть себе пик силы. Поэтому Северный король драконов быстро понял, что с их ранами они не скоро будут в боевой готовности. А в одиночку сам Северный король ничего не сделает Цзиянь. Что же он предпринял? Когда Северный король понял, что им не удастся победить в нынешнем положении, он пошел на крайние меры, крайне жуткие и страшные. А именно, он сожрал западного и южного короля драконов ради собственной силы. А разве так можно было, спросите вы? Иначе каждый бы мог пожирать кого-то другого и сам становиться сильнее. Северный король драконов использовал запретную технику, которую уничтожили тысячи лет назад. Но каким-то образом она попала в руки Северного короля. Говорилось, что великий дедушка Северного короля драконов знал о ней в подробностях. Именно ему было поручено ее уничтожение, но никто не мог быть уверен, что он втайне не спрятал ее. Так ее мог заполучить Северный король драконов. Что же это была за техника? Она называется демоническая формация превращения дракона, или как в оригинале преобразованная формация демонического дракона. Это крайне жуткая и опасная техника, запрещенная древним племенем драконов пустоты. Эта формация была создана чрезвычайно могущественным экспертом из этого племени, который также был прадедом Северного драконьего короля. После формирования этой формации все, кто находился внутри, кроме человека в центре, разлетались на куски или туман крови. В конце концов, они были поглощены и всасывались центром формации. Таким образом, сила этого человека значительно возрастала, но эта формация была слишком кровавой и жестокой, поэтому она была классифицирована как запрещенная техника и впоследствии уничтожена. Да, как мы понимаем, Северный король драконов поглотил не только двух королей, западного и южного, но и множество других людей. В новелле говорится, что он убил от 50 до 60% всех драконов Северного драконьего острова. Подумать только о масштабах смертей. Для него его же подчиненные как пушечное мясо. Кроме того, после того, как Северный король съел южного и западного королей, у него на теле появились две лишние головы, а точнее два лица. Мускулы его тела напоминали живых созданий, выпячиваясь на коже. Волны крови вытекали из его пор. Он напоминал кровавого человека, что выглядел страшно и пугающе. На его плечах наблюдалась странная большая голова. Состояла она из 3 лиц. Лицо Северного короля было основным, а по бокам лица Южного и Западного королей драконов.
3 лица на одной голове, мурашки по коже шли у любого, кто их видел. 6 кровавых глаз напоминали больше свирепого зверя. Вдобавок этот монстр держал огромный меч, который словно бы состоял из вязкой жидкости. Однако его золотой цвет смешивался с кровавым. Да уж, жуткое зрелище. Интересно, как это изобразят в серии аниме. Если сделают как в оригинале, будет прям огонь. И теперь остается последний вопрос. Какой силы достиг Северный Король Драконов, поглотив 2 королей? До этого он был на пике 3-й звезды Святого, почти что 4-я. Западный и Южный Короли Драконов были его союзниками, но он даже их не отпустил. Он пожрал их физические тела и души, в итоге превратившись в такого монстра. Его сила достигла уровня Святого 6 звезд. Неплохой прогресс. Святой 6 звезд – это даже сильнее Цзиянь. Сам же Северный Король Драконов назвал 2 других королей, которых пожрал, 2 куска мусора. Они получили от Цзиянь серьезные раны. Даже после восстановления им бы сложно было вновь стать великими. Северный Король решил, что лучше они послужат ему. Но хотя он сожрал их плоть и душу, пообещал отомстить Цзиянь. И спустя пару лет он действительно вернется. Святой 6 звезд, чтобы снова убить Цзиянь и захватить Восточный остров. В этот раз это уже будет 2-й раз, когда Сяоянь встречает его. Он снова напал на Восточный остров и использовал демоническую формацию превращения дракона, чтобы забрать сущность других драконов и использовать ее в качестве своей силы. Цзиянь стиснула зубы перед могучей атакой Северного Короля Драконов. Она старалась держаться. Ввиду наличия преобразованной формации демонического дракона, эксперты Восточного острова Драконов не смели входить внутрь, иначе они тут же превращались в туман крови и усиливали врага. Северный Король Драконов, рано или поздно твой разум разъестся кровожадностью, а сам ты превратишься в жестокого зверя, который только и будет знать, как убивать, яростно сказала Цзиянь. На что Северный Король ответил: «Только я смогу объединить племя древнего дракона пустоты, только я смогу быть императором драконов». Эксперты 3 островов драконов с жалким выражением на лице поднялись в пространстве. Монстр решил воспользоваться ими как оружием и бросил их в сторону Цзиянь. Хотя сила Цзиянь за последнее время быстро росла, она не прорвалась на 5-ю звезду Святого. При текущих обстоятельствах она не смогла одолеть Северного Короля Драконов даже при своем телосложении дракона Феникса. Пропасть между 2 звездами Святого поражала. Так что Северный Король Драконов реально монстр. Мне это чем-то напомнило Моченя, монстра из 3-го сезона, что пытался пожрать Цинли. Поглотив глаз 3 змеиных лепестков, я смогу завершить превращение. Тот тоже питался силами других и так становился сильнее. Миром правят сильнейшие. Кто победил, тот и король. Напишите в комментариях, что вы думаете о таком повороте событий и поступке Северного Короля. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте побольше лайков и всем пока!